Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Оксана, я биолог, и на своем канале я обсуждаю различные околонаучные вопросы. Сегодня я хочу поговорить еще о внутривидовом разнообразии человека и, в частности, об особенностях некоторых психотипов, а именно о внешних признаках, по которым можно определить индивидуальные особенности людей и определить их психотип. Данное направление, оно лучше всего согласуется с таким направлением изучения поведения людей, как профайлинг. Профайлинг – это направление, которое позволяет по поведению людей, вербальным и невербальным признакам, определить намерение человека, определить его психологический профиль, то есть преобладание тех или иных личностных устойчивых качеств, а также определить состояние человека, его уровень, скажем так, эмоциональной стабильности, в котором он находится, его уровень нейротизма, и определить намерения, которые он собирается осуществить. Впервые данное направление оно было использовано в ФБР в 70-е годы и использовалось для верификации лжи, верификации намерений преступников, для определения того, насколько человек склонен к преступлениям и насколько, скажем так, является виновным. И, собственно, данное направление, оно является достаточно научно обоснованным, в его основу легло много исследований психологов, практических психологов того времени. Одним из них был Дэвид Кейрси, о котором уже ранее говорили в наших видео. Он разработал свою систему психотипов, и в частности он впервые предложил рассматривать психотипы как варианты, скажем так, преобладания одной из ведущих эмоций у человека. Он рассматривал тогда 4 базовые эмоции, и именно он предложил данную идею. И также, основываясь на работах Пола Экмана, это специалист в области изучения эмоций, он также является профессором психологии, как и Дэвид Кейрси. И его основные работы, они были направлены на изучение эмоций в разных культурах. А именно он пытался установить, то являются ли эмоции культурно обусловленным явлением, либо же они являются видовым, внутривидовым, то есть общим для всего вида, и эволюционно обусловленным явлением. И изучая современное общество, имеется в виду население урбанизированных стран, и изучая племена Папуа-Новой Гвинеи, он пришел к выводу, что эмоции являются универсальными свойствами, скажем так, проявления состояний для всех людей. И действительно, сегодня мы знаем о том, что действительно эмоции, они имеют под собой такую прочную эволюционную основу. Базовые эмоции имеют мозговые представительства свои, и кроме того, они связаны с потребностями, как мы с вами также ранее говорили. То есть для каждой эмоции существует своя вполне определенная сигнальная функция. Они сигнализируют о существовании каких-либо потребностей и информируют организм, информирует наше сознание о том, удовлетворены были потребности, не удовлетворены, и вообще как обстановка в окружающей среде, в организме, то есть эмоции – это такие посредники между потребностями непосредственно биологического выживания организма и направлением его поведения. Уже эмоции совместно с целенаправленной сознательной деятельностью, они и осуществляют поведенческий контроль, реализацию поведения человека и его выживание, распространение в окружающем мире. Вот таким вот образом. Итак, ближе уже подойдем к теме психотипов. Сегодня мы будем говорить о основных таких психотипах, предложенных в типологиях Шелдона, Ганушкина, которые были описаны, и мы будем как раз-таки соотносить их с базовыми эмоциями, так как это было сделано исследователями ранее. Будем сегодня не слишком, я постараюсь останавливаться на особенностях психотипов, будем говорить в основном о действительно внешних проявлениях и об идентификации. Итак, начнем с нашего любимого шизоидного психотипа. Для шизоида в качестве базовой эмоции специалисты выделяют эмоцию удивления либо
интереса. Вот эти вот состояния, да, они на самом деле разделяются. Если удивление, оно действительно является базовой эмоцией, это такая очень короткая эмоция, то интерес является более длительным состоянием. И вот я бы сказала, что, собственно, для шизоидного психотипа как раз-таки свойственен вот этот вот интерес, потому что это такое длительное длящееся состояние, да, которое проявляется у них в мимике. Как проявляется интерес? Это слегка приподнятые брови, округленные глаза, приоткрытый рот, да, или наоборот такие напряженные растянутые губы, и взгляд. Собственно, по взгляду тоже очень хорошо определять состояние человека, взгляд сфокусирован на объекте, да, и вот это вот создает такой вот узкий фокус внимания, который позволяет, точнее, мешает шизоидам концентрироваться на чем-то другом. То есть такой вот высокий интерес к определенному объекту, он сужает фокус непроизвольного внимания человека. И по поводу того, какие еще есть невербальные проявления, тут всегда указывают на отсутствие, скажем, такой согласованности между речью человека, между его мимикой и жестикуляцией. Да, и это имеет свои, скажем так, физиологические, нейрофизиологические основы. Мы сегодня, чтобы сделать наше видео немного более таким углубленным, да, все-таки мы пытаемся найти какие-то биологические корреляты во всем, мы еще упомянем то, какие неврологические могут быть изменения у различных типов. И я вот буду опираться на работу Дэниеля Амана. Это такой нейрофизиолог и медик, да, который проводил собственно, работал, руководствовался в своей работе нейросканированием при различных патологиях поведения, ну, скажем, патологиях, а изменениях, которые доставляли дискомфорт, да, и вот на основании его работ можно сделать очень хорошие выводы по поводу того, какие мозговые структуры приводят к каким изменениям в поведении. И он является сам популяризатором, у него есть очень интересные книги об этом. Если вам интересно, вы можете поинтересоваться этим немного глубже. Итак, что касается шизоидов и особенности их поведения, мы знаем, что у них такой несколько нарушенный социальный интеллект, да, то есть социальная потребность у них снижена, одновременно вот повышена эта исследовательская потребность. В строении их мозга это связано с, как мы говорили в предыдущих видео, с особенностями их нейронной передачи, да, передача информации у них между различными отделами мозга, она немного изменена и в связи с этим замедлена. И вот у них есть, в частности, обращают внимание на изменения в гипоталамусе. Гипоталамус – это такой коллектор, в общем-то, всех сигналов сенсорных у нас в мозге, да, то есть он принимает сигналы от различных сенсорных областей и дальше уже передает ассоциативным, исполнительским областям. И, соответственно, вот эта вот область подвержена изменениям, в связи с этим такая плохая, да, сенсорная ориентация и координация у представителей, у носителей данных черт, будем говорить. И также есть особенности изменения в гиппокампе, да, несколько такая затрудненная работа. И это гиппокамп – это у нас область, которая отвечает за формирование воспоминаний, за переводы с краткосрочной в долговременную память. И вот здесь вот тоже существуют некоторые проблемы, да, с тем, чтобы, в общем, быть внимательным и хорошо все запоминать. Запоминаются вещи, на которых существует такой постоянный длительный фокус внимания. Вот в этой области, то есть в узких областях, данные люди хорошо осведомлены. Ну, то есть, если мы говорим о памяти, то это имеется в виду объем знаний, да, то есть достаточно большой объем знаний может накапливаться в каких-то узких областях. Ну, давайте пойдем дальше. Следующий психотип, о котором мы с вами поговорим, это эпилептоидный психотип. И вот посмотрите, да, тоже я подобрала для вас таких характерных представителей каждого психотипа.
Если шизоидный психотип у нас как раз-таки был самым таким, скажем так, расконцентрированным, то эпилептоидный психотип самый сконцентрированный. Вы можете увидеть у них тоже на лице, в выражении глаз, вот эту вот сконцентрированность. Да, это выражение базовой эмоции гнева. Гнев проявляется сближением, да, опусканием бровей, напряжением губ, и мы будем видеть и говорить о том, что каждое проявление каждых эмоций не оставляют свои следы в рисунке мимических складок, ну и позднее уже в рисунки мимических морщин. И вот у эпилептоидов как раз таки часто вот такие вот низкие нависшие брови, то есть которые являются следствием напряжения мышцы гордецов, да, как раз которые находятся вот здесь вот у основания носа и опускает основание бровей. И такие вот брови со взлетом, то же самое время, взгляд такой пристальный и напряженный. Губы тоже сжаты, напряжены, часто могут со временем образовываться кисетные морщины. И такая вот поза противостояния, поза решительности, да, когда вот, обратите внимание, как у Стивена Сигала, да, и, в общем, тут у всех представителей наклоненная голова, и такая вот поза противостояния. Очень хорошая иллюстрация. Вот Angry Bird этой эмоции. И вот посмотрите Декстера тоже, как хорошо, да, изобразили. Ну, это они пытались изобразить психопата. И вот, в общем, такая вот эмоция гнева и противостояния, она вот здесь вот тоже отображена. Давайте еще немного по поводу жестикуляции, да, то есть жестикуляция у данного типа, она такая достаточно сдержанная, ну, в общем-то, как и сам данный тип, да. Мы говорим о том, что и шизоидный, и эпилептоидный типы, они, в общем-то, достаточно похожи в том, что они такие рационализирующие. У эпилептоидов у них очень хороший такой, мы говорили, что по темпераменту это холерики, да, то есть это люди с такой сильной, возбудимой нервной системой, с преобладающим возбуждением, напряженной. И вот если у них все в порядке, они нормально функционируют, то они долго сдерживают и копят напряжение. Сдерживание напряжения – это хороший лобный контроль, да, то есть это усиленная работа лобных долей, и существуют у них некоторые накопления вот этого, вот они не могут переключаться, накопление напряжения в нервной системе – это активная работа центральной извилины. Поясная система или поясная извилина – это борозда в центральной части мозга, которая является таким вот переключателем с одних процессов мыслительных, да, интеллектуальных на другие. Когнитивно отвечает за такую вот когнитивную гибкость, когнитивное переключение. И вот как раз таки эпилептоиды являются таким застревающим типом, для которых вот это переключение дается с большим трудом. Они с параноялами раньше были отнесены в один тип, который так и назывался застревающий тип. Итак, значит, эмоции, мы сказали, гнев, мимика вообще достаточно объединена, так же, как и у шизоидов, да, ну там по-разному, скажем, если тут действительно такое сдержанное выражение лица, то там оно просто слабо контролируется, и эмоции действительно не проявлены. Жестикуляция в пределах тела жесткая, сдержанная, напряженная, рубящее движение и различные жесты, связанные с доминированием, повелевающие, покровительственные жесты. Почему? Потому что данный тип, он, в принципе, у него достаточно развита потребность в доминировании, да, поэтому почему гнев? Потому что это эмоция борьбы, эмоция противостояния, то есть она сопровождает территориальное поведение, она сопровождает, соответственно, вот такую вот активно-оборонительную и нападающую позицию. Поэтому, в общем, все в этом человеке говорит о том, что он, скажем так, будет защищаться, будет обороняться. Ну и, соответственно, жестикуляция, поведение, осанка соответствующая. Мы говорили, что, опять-таки, для всех холериков свойственна такая ригидность. Вот этот тип является таким достаточно ригидным, то есть у них хорошая такая
расправленные плечи, да, такая осанка, это вот то, что выдает еще такое доминирование, в принципе, у человека, да, от осанки мы, скажем так, можем определить, на какую социальную роль, не то чтобы занимает, но на какую социальную роль претендует человек, да, вот можете посмотреть на какую социальную роль претендую я. Потому как я вот сижу сейчас на своих видео, и эпилептоиды, у них всегда хорошая осанка, расправленные плечи, то есть это такие претенденты на то, чтобы быть альфа-самцами. Руководитель, ну, они действительно часто являются руководителями, в общем, их личностные качества вполне это позволяют. Вот, смотрите, сюда я добавила Валентину Терешкову, да, это женщина-космонавт, ну, понятно, что для того, чтобы стать космонавтом, какие качества характера нужны, это вот и самоконтроль, это дисциплина, вот это вот исполнительность, и, в общем, потом она пошла по политической, насколько мне известно, да, как это сказать, линии. Вот, так что да. Итак, давайте с вами перейдем дальше. Паранояльный психотип, тоже один из таких сценических, активных, рационализирующих типов. Базовая, да, кстати говоря, сразу скажем о том, что профайлеры говорят, да, которые там занимаются массовым определением людей, о том, что паранояльный тип является самым редким. Я не могу сказать, скажет так или нет, не имею возможности исследовать массу людей, да, но я могу сказать, что существовали вот у меня большие трудности при подборе картинок. Я, скажем, подбирала все эти изображения сама для того, чтобы они вот были вам такими наиболее ярко иллюстрирующими то, что я хочу показать, эмоциями и вот характерные эмоции. И действительно таких людей достаточно мало, их сложно найти. Ну вот посмотрите, кого я вам подобрала. Тут у нас есть политики, да, вот два актера, Хью Джекман и Мориарти. Я не знаю, как его зовут. И вот это украинский спортсмен и бизнесмен. В общем-то, это люди все такие целеустремленные, да, и тоже застревающие, как мы говорили, как и эпилептоиды на своих целях, да, это вот тоже определяет одну из таких характерологических особенностей параноялов. У них тоже имеется вот это вот застой возбуждения в поясной системе. И их базовая эмоция – это отвращение. Эмоция отвращения, она проявляется в поднятии, ну, то есть это такое, вот, называется маркеры, да, присутствие эмоций, это вот поднятие присутствие какого-то состояния, это вот поднятие верхней губы. Поднимается верхняя губа, соответственно, сморщивается нос, и формируются носогубные вот эти вот складки, да, которые потом превращаются в носогубные морщины, такие ярко выраженные, маркеры данного типа, которые еще с достаточно молодого возраста закладываются у людей. Как проявляется, да, как проявляется в поведении, мы уже сказали, то, что связано с их целеустремленностью, и вот это вот отвращение, отрицание всего, да, существующего, оно якобы ведет к такому вот, к изменению, да, к потребности изменять существующую ситуацию, как об этом говорят, да, то есть потребность избегать, потребность преобразовывать то, что существует. Якобы вот этих людей, то есть они привыкли реагировать таким образом, что их все раздражает. Почему это происходит? Ну, как бы это происходит на бессознательном уровне, да, то есть эмоции, они в основном имплицитные. Вот то, что мы говорим, вот эти вот фоновые эмоции, о которых мы сейчас говорим, это такое имплицитное некоторое понимание, то есть бессознательно, фоново оно идет. И в основном, то есть человек, конечно, не до уровня сознания не доходит это состояние, да, мы просто в нем все время пребываем. Это наиболее частая реакция. Это вовсе не значит, что человек все время испытывает данную эмоцию. Кроме того, когда нам нужно анализировать эмоции и поведение человека в данный момент, производить такую оперативную диагностику его состояния, мы должны определить и вычитать вот эту вот фоновую эмоцию из его состояния. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот это застывшее выражение лица, оно должно приниматься как такая нулевая точка отсчета, от которой мы уже всю остальную мимику валидируем, да, отсчитываем.
Итак, что нам сказать еще о параноялах? То, что за отвращение у нас в мозге отвечает островковая доля, тоже такая определенная структура, которая демонстрирует, скажу как, сообщает мозгу, сообщает организму о том, что он столкнулся с чем-то опасным, неприятным, не опасным, а неприятным. В первую очередь это испорченная еда, да, яды различные, с чем может столкнуться организм в естественных условиях. Но точно так же показано, что островковая доля активизируется при различных моральных ситуациях, да, которые вызывают отвращение, и поэтому вот все вот это вот неприятие, начиная от неприятной еды, обстановки, антисанитарных условий, заканчивая нечистоплотным поведением людей, вот это вот все вызывает протест у паранояла, да, и соответственно он преобразует каким-то образом действительность. Ну, вы видите, что мы переходим на язык метафоры, вот как раз-таки такой язык метафор, он в наибольшей степени свойственен параноялу. То есть это не те люди, которые, как эпилептоиды, будут разбирать все подробно, по фактам, по системам. Вот там вот тот тип эпилептоида мы можем назвать действительно педантическим. Паранояльный психотип, он более стратегический, нежели тактический, да, такой вот планировщик. Они рассуждают метафорами глобально и видят главную цель. И вот это вот то, что я сейчас демонстрирую своими руками, это тоже характерная жестикуляция паранояла. Это широкие размашистые жесты, жесты, направляющие, указывающие движение и указывающие на цель и нюансы, подчеркивающие главное в речи. То есть такая вот спокойная, размеренная, логичная жестикуляция. Итак, давайте еще обсудим с вами несколько типов, да, которые базируются на базовых эмоциях. Итак, следующий тип — это истероидный тип. Смотрите, у истероидного типа базовая эмоция, какая, как вы думаете? Это презрение. Существенно я вам скажу, что нет однозначного мнения, да, ну то есть мнения нет. Почему однозначного? Потому что разные специалисты выделяют, скажу так, делают разные акценты в поведении. И вот, в принципе, всем истероидам, это, как мы знаем, психотип, который характеризуется такой потребностью во внимании, да, склонностью привлекать все время внимание к себе, и он ищет и пытается удовлетворить. И вот поиск такого удовлетворения своих потребностей называют еще такое сенсорное удовольствие или сенсорная радость. Это такая длящаяся радость. Если эмоция радости достаточно короткая, то здесь такая затянувшаяся эмоция радости, расслабленная, и вот для них часто свойственна вот эта затянувшаяся такая голливудская улыбка, которая, в общем-то, не является естественной, да, с открытыми зубами. Далеко не все типы демонстрируют такую улыбку. И вот из тех, которые мы обсудили, такая улыбка может встретиться только у паранояла иногда. А вот для истероидов она наиболее свойственна, так называемая голливудская улыбка. Почему они все время улыбаются? Не потому, что им весело, да, потому что их все время фотографируют, и им нужно все время изображать вот это вот состояние. То есть долго-долго затягивать. И, в общем-то, вот истероид тоже демонстрирует, что он, в общем, такой, что он все время счастлив, весел, и, наверное, на самом деле так и есть. Да, вот вторая эмоция, о которой мы говорим, это презрение. И презрение, опять понятно, чем оно вызвано. Оно вызвано постоянным сравнением, да, если мы говорим, что у эпилептоида и паранояла это вид такой конкуренции защитной, противостояния, то здесь такое доминирование за счет того, чтобы представить себя в лучшем свете, да, соответственно, обратной стороной этого является обесценивание других, то есть истероид все время сравнивает себя с окружающими, и все время, естественно, ему нужно это делать в свою пользу, да, и для этого он обесценивает других. И вот эта вот асимметрия, то есть эмоция презрения, она выражается в асимметрии мимической. Односторонняя улыбка или ухмылка, или приподнятая одна бровь, да, вот это вот тоже
характерные стероидные эмоции, эмоциональность стероида. Это, наверное, ни для кого не секрет о том, что она не то, что она сильная, она преувеличенная. Преувеличенная эмоциональность, может быть даже такая вот часто отыгрываемая, то есть изображение эмоций, которые на самом деле не переживаются в данный момент. Опять-таки для чего? Для привлечения, да, для привлечения максимального внимания. И это в речи тоже очень отражается. Обычно речь стероидов, она имеет какой-то характерный маркер. Они имеют какой-то свой собственный стиль, манеру, которая отработана, которая годами уже присутствует у них, и они обычно интонационно выделяют. Есть у них модуляции, очень большие модуляции в речи, повышение тона голоса, повышение громкости, вот это вот все. У них это очень естественно, ну, естественно, то есть они этим постоянно занимаются, но это выглядит неестественно, да, обычно речь стероида, она вот со стороны, очевидно, что она не является такой нормальной, да, естественно, но для них это нормально, это вот подкрепляет всю вот, в принципе, их внешнюю броскость. Жестикуляция у них кистевая, такая вот, то есть от кисти и восходящая. Вот такие вот уже жесты театральные, подчеркивающие красоту, подчеркивающие изящество. Они есть и у мужчин. Вот можете посмотреть на тех мужчин, да, которых я тут привела. Это такие вот типичные истероиды. Кстати говоря, есть такой стереотип, что истероидки все женщины, это абсолютно не так. И вот когда пытаешься подобрать фотографии, попробую еще найти настоящих истероидок. То есть, ну, их в пропорции столько же, я думаю, что всех психотипов, ну, то есть людей-носителей какой-то доминанты, да, каких-то характерологических особенностей, их примерно одинаковое количество, ну, так, по законам логики, генетики, в свободных скрещивающейся популяции черты должны быть распределены примерно поровну, если они не имеют каких-то преимуществ. Ну, вот я думаю, что в жизни тоже истероидки встречаются настолько же часто, как и представительницы других типов. И вот я здесь добавила, посмотрите, как эти люди, то есть для каждого типа характерна своя, мало того, что базовая эмоция, как мы говорим, да, выражение лица, для них свойственно, ну, определенное положение, расположение в пространстве, определенное положение головы. И вот, в принципе, все те фото, которые я подбираю, видите, что они даже там качество не очень, я их буквально нахожу с первого раза, скачиваю, то есть я не выбираю, не ищу их специально похожие, какие-то люди демонстрируют эту базовую эмоцию свою фоновую, да, практически постоянно. И люди одного типа, они вот очень похожи в выражении этих эмоций. Вот можете посмотреть, сколько представителей смотрят в объектив. Какие-то типы являются самыми добрыми, какие-то самыми злыми, да, то есть такие вот оценочное, эмоционально насыщенное суждение. Из названия сенситивного психотипа понятно, что это чувствительный тип. И как мы с вами ранее говорили, данный тип действительно формируется на базе чувствительной либо слабой нервной системы. Да, по классической системе темпераментов это меланхолический тип. И вот действительно на базе меланхолического типа формируется вот такой вот характер, в основе которого лежит две эмоции. Это сочетание грусти и радости, да, так называемая диатетическая пропорция, как ее назвал Крейчмар. Можете посмотреть вот примеры тех фотографий, которые я подобрала. У людей сочетается действительно такая легкая светлая грусть, да, которая вот обычно в области бровей, в области верхней части лица отображается. Часто вот это мягко сведенные брови, немножко опущенные уголки глаз и такая легкая улыбка в то же время. Вот эта вот улыбка, она такая, видите, я тут привела пример Мона Лизы, да, такая вот, то есть она никогда не широкая, не открытая, как это бывает у истероидов либо гипертимов. Она такая вот легкая и приветствующая. Вообще данный тип, он, как вы видите, такое стереотипное женское поведение, да, такая эволюционно сформированная стратегия снижения агрессии, установления социальных контактов, да, то есть и вот данный тип, он как раз-таки настроен на установление социального контакта. Это окситоциновый, да, или вообще эстрогеновый, точнее, тип по Хелен Фишер, несмотря на то, что он считается таким
архетипически женским. Вы видите, что мужчины тоже могут принадлежать к данному типу. Олег Мягков. И вот я специально еще привела пример такого маскулинного мужчины, да, бойца Федора Емельяненко, который тоже относится к сенситивному типу. Посмотрите, пожалуйста, какое у него, опять-таки, невербальное выражение, да, проявление. На самом деле он всегда ведет себя достаточно мягко, корректно, и свою работу он выполняет именно как работу, то есть ответственно подходя к поставленным задачам без какой-то такой персонифицированной агрессии к сопернику. Вот я тут добавила свое фото, вы можете оценить, насколько подходит ли оно, вписывается ли оно в данный тип. То, что касается других невербальных проявлений, да, речь сенситивного типа, она обычно мягкая, плавная, достаточно такая, то, что называется литературная речь. Да? Вот учителя, какие-нибудь там воспитатели обычно разговаривают подобным образом, то есть, точнее, стереотипно мы говорим, разговаривают по-разному все, да. То есть она без большого количества вводных слов и такая спокойная, мягкая, размеренная, средняя интонация, без особых модуляций, интонационных каких-то переходов. Такая вот успокаивающая и закругляющая. Жестикуляция в пределах тела, мягкая, плавная, опять-таки устанавливающая социальный контакт. Достаточно бедная, может быть, на самом деле жестикуляция, потому что это проявление экспрессии, да, у данного типа экспрессия довольно мягкая. Точно так же, как и проявление эмоций. Эмоции, на самом деле, гамма эмоций достаточно богатая, то есть эмоций много, но они все очень тонкие и нюансированные. Это не такое вот выраженное, яркое, акцентированное проявление базовых эмоций, о котором мы говорим. Это проявление большого количества микровыражений и таких вот выражение каких-то глубинных состояний и чувств. Да? Мы говорим о том, что между сложными чувствами, такими комплексными состояниями и эмоциями базовыми есть все-таки разница. И вот данный тип как раз он не очень эмоционален, но такой достаточно глубоко чувствующий. Вот то, что мы можем сказать о сенситивах. И опять-таки несколько слов об акцентуации данного характера. Мы сказали, что здесь у нас присутствует грусть, да, в качестве одной из базовых фоновых, будем говорить, эмоций. И вот это вот такой минорный фон настроения было установлено при нейросканировании, что он связан с гиперактивностью миндалина. Миндалина вообще глубокая лимбическая система, значит, куда входит в том числе и миндалина. Казалось бы, что гиперактивация лимбической системы должна проявляться активацией всех эмоций, но оказалось, что активируется только негативный спектр, то есть понижение активности глубокой лимбической системы приводит к мажорному, повышенному фону настроения, гиперактивация к понижению настроения. Поэтому данный тип вот в норме, у него достаточно гармонично сбалансирована вот эта работа лимбической системы, да, и он вот существует на такой вот грани перехода между радостью и грустью. Но если данный тип акцентируется, и если идет какое-то, скажем так, мы сказали, что он достаточно чувствителен, он переходит к перевозбуждению вот этой вот лимбической системы, он переходит к минорному, да, в минорный регистр эмоциональный, и у них происходит развитие, формирование различных депрессивных состояний. Вот этот вот тип, он больше всего склонен к депрессии. И поэтому еще Ганушкин говорил о том, что депрессивный так называемый тип, он является вариантом патологического развития сенситивности. Итак, друзья, следующий психотип, который мы рассмотрим с вами, это психостенический тип или же еще тревожный, да, как его называют. И понятно, что базовая, точнее фоновая эмоция данного психотипа будет базовая эмоция страха. Страха или тревоги. Страх и тревога — это две такие близкие, да, эмоции,
Они обе сигнализируют об опасности. Ну, если страх — это реакционная эмоция, которая появляется на предъявление какого-то пугающего стимула, то тревога — это является таким состоянием ожидания, настороженности, ожидания появления, да, чего-то опасного, ощущения небезопасности окружающей среды. И посмотрите, пожалуйста, на лица этих селебрити. Действительно, мы можем считать у них всех, да, такую вот ситуацию тревожности, настороженности. Во-первых, это тревога в глазах, напряжение, во-вторых, это напряженные брови, да, напряжение в области губ, опущенные, сведенные брови при открытых глазах, то есть глаза у нас не закрываются при страхе, да, так как при, допустим, так, эмоции гнева, они здесь остаются открыты, то есть мы активно наблюдаем, но при этом опущены брови, при этом сжаты губы. Если это у нас идет прямо страх, когда мы пугаемся, то наоборот рот может открываться. Но здесь он напряжен и растянут в стороны. Итак, друзья, какие особенности еще проявления, да, то есть эти люди, они достаточно зажаты, достаточно напряжены все время, и, соответственно, у них часто проявлены закрытые эмоции, закрытые позы, да, жестикуляция в пределах тела, опять-таки, часто это какие-то защитные жесты, часто это жесты перед собой, которые увеличивают дистанцию, да, которые обеспечивают такое вот личное пространство, и вообще достаточно ограниченные сжатые жесты. В речи очень хорошо проявляется эта тревожность. Часто люди имеют такую вот торопливую и обрывистую речь. То есть они могут говорить достаточно быстро для того, чтобы как будто быстро закончить свою мысль и куда-то уйти. Потому что вот это вот состояние тревоги, оно постоянно мешает им быть расслабленными, плавно высказывать свою мысль. Поэтому конец фразы у них обычно как будто бы так вот неожиданно заканчивается, обрезается, да. Такая вот дерганность в речи, большое количество вводных слов, большое количество уточнений. То есть вот это вот все сигнализирует о такой вот внутренней тревоге, напряжении, отсутствии расслабленности. То, что касается их особенностей, да, неврологических, у них может быть при такой вот фоновой тревожности постоянной обычно повышенная активность базальных ганглий, базальных ядер. Это структуры мозга, которые отвечают за контроль как раз-таки вегетативного состояния. Это вот это вот фоновое напряжение, которое нам обеспечивает тонус симпатической нервной системы. То есть эти люди, они такие вот находятся в хроническом симпатическом тонусе. И опять-таки вот эта повышенная активность базальных ядер, она отражает это же состояние, да, то есть постоянная готовность к бегству, к бегству или к нападению, кстати говоря, реакция же может быть действительно разная, активная. Смысл в том, что это активная оборона, и такое вот постоянное напряженное состояние. Значит, понятно, какие, то есть, что плохого, да, и что хорошего в этом. То есть эти люди, они очень ответственны. Это обратная сторона поведения с ним, поэтому это лучше такие вот исполнители, системные работники, и с этим вот связана тоже особенность коммуникации с ними. Эти люди очень четкие, очень ответственные, и в разговоре, в мимике это тоже, в разговоре, в жестикуляции это проявляется. Они могут нам несколько напоминать эпилептоидов в общении, как это ни странно, потому что вот это вот внимание к деталям, вот эта вот систематизация, они свойственны и тем, и другим. А с чем это связано? Давайте подумаем. Это связано с тем, что у нас у эпилептоидов у нас доминирует эмоция агрессии, гнева, да, здесь у нас эмоция страха. Обе эти эмоции связаны с потребностью в безопасности. Потребность в безопасности с биологической эволюционной точки зрения – это потребность в контроле, то есть она обеспечивается, да, контролем пространства, контролем
в общем-то, всего того, что в нем происходит, окружающих людей, окружающих объектов, предметов. И, соответственно, в связи с этим вот эти вот типы, они такие внимательные к деталям, они такие системные, систематичные. И тревожный тип, психостенический, он тоже один из самых таких представленных и склонных к науке, к различным вот инженерным вещам. То есть эти люди, опять-таки, благодаря своим вот этим вот свойствам, они могут заниматься такими вот сложными ответственными работами, да, ну и в принципе то, что мы сказали, уже такие ответственные работники в любом месте, в общем-то, им можно что-то поручить. Ну, вроде бы все мы сказали об этом, поехали дальше. Следующий тип, он противоположен. Вот здесь вот хороший контраст у нас, это гипертимный тип. Гипертимный тип — это люди, которые имеют фоново повышенное настроение. Такое вот повышенное настроение, да, оно еще по одной из классификаций их называли патологические весельчаки, да, ну то есть мы не будем никого там обличать в чем-то, но это люди, которые действительно позитивные, активные, и такая вот активность, она может быть обусловлена как раз-таки снижением лимбической активности лимбической системы. Помните, да, о чем мы говорили в сенситивном типе, то вот в данном случае, как это ни странно, вот эта вот система, которая отвечает у нас за эмоции, страх, агрессию, настороженность, она тут у нас ослаблена, понижена, и, соответственно, ничего этим людям не мешает веселиться. Базовая эмоция их, как это ни странно, не радость, да, хотя она тут тоже присутствует все время, и базовая эмоция — это удивление. Удивление, новая, опять-таки, новая информация, новая ситуация, да, то есть они активно потребляют информацию. Это сангвиники, как мы с вами говорили в стримах о темпераментах, то есть люди с сильной, активной, такой переключаемой нервной системой, устойчивой, то есть они вполне органично меняют возбуждение и торможение, да, могут сдерживать свои эмоции. И вот в связи с этим мы видим это характерное поведение. Как мы сказали, люди активны, у них сбалансировано возбуждение и торможение, и поэтому эмоции у них меняются очень часто. Это люди очень динамичные, и что отражается на фото. Посмотрите, пожалуйста, это видно даже на вот этих вот фотографиях. И, в принципе, я опять-таки говорю, что я никакие фотографии не подбирала специально, да, просто я вводила там имя определенного селебрити и выбирала наиболее характерные для него фотографии. И так получается, что вот эта фоновая эмоция, она обычно проявлена у человека. Что такое удивление? Это приподнятые брови, округленные глаза, приоткрытый рот. Ну и кроме того, что присутствует данная эмоция, еще присутствует эмоция радости, да, это открытая улыбка с зубами, такая, как мы говорили, встречается у истероидов. И что еще? Очень динамичная мимика. Мимика все время меняется, в связи с этим на фотографиях эти люди часто имеют какие-то такие застывшие, то есть наоборот, да, их фотографируют в какой-то динамике, имеют какие-то необычные выражения лица, то есть их вполне можно вот поймать на разных выражениях. Ну, можете посмотреть, вот часто такой вот приоткрытый рот, открытая улыбка, они часто что-то говорят. Вот можете посмотреть на фотографиях человек, который обычно что-то говорит или куда-то поворачивается, когда все фотографируются, да, он обычно какой-нибудь отвернутый с открытым ртом, то это вот, скорее всего, и есть сангвиник. Кстати, да, мы не поговорили с вами о том, как выглядят люди на фотографиях. Ну да ладно, и так очень много информации для одного видео. Друзья, мимика, мы сказали, подвижная, активная, жестикуляция. Жестикуляция то же самое, открытая, от плеча, пытаются занять много пространство, да, то есть освоить пространство, пытаются установить активный контакт, поэтому этим людям часто свойственен такой вот кинестетический контакт, они могут касаться своего собеседника, да, исследуя сенсорное пространство, исследуя людей, это, опять-таки, другой вопрос, это всем или не всем нравится, но тем не менее, вот такое вот поведение. И
Ну, я на это не акцентирую внимание, такая вещь тоже слабо как бы доказуемая, но тем не менее вы можете увидеть особенности телосложения, да, у представителей разных типов, они тоже имеют свои особенности. И хочу вот такое только акцентировать внимание на одном аспекте, это доминирование симпатической либо парасимпатической системы. И вот те типы, у которых у нас, которые так называемые симпатотоники, у которых повышенная тревога, гнев, да, вот эти вот эмоции, связанные с работой симпатической нервной системы, эти люди обычно, опять-таки, симпатическая система у нас активизирует работу стрессовых систем и подавляет работу систем покоя. То есть это пищеварительная, дыхательная система, да. Поэтому эти люди обычно выглядят более сухими. У кого-то больше идет акцент на рост мышц, у кого-то кто-то просто просушенный, да, такой как бы все время в теле, потому что у них и аппетит соответствующим образом подавляется. А вот люди, те, которые расслаблены, у которых подавлено вот этот уровень, скажем так, тревожности высокий, у которых доминирует парасимпатическая система, то есть система расслабления, система отдыха, система потребления, переваривания пищи и такого вот груминга, да, то есть то, чем можно заняться в расслабленной обстановке, соответственно, у них и телосложение такое обычно более плотное, более такое гедонистического вида вообще люди такие, да, вот вы можете тоже посмотреть на этих примерах. Итак, друзья, давайте продолжим. В общем-то, мы закончили с вами с основными типами, психотипами. Я хочу вот обратить внимание на людей, такие, которые стоят немножечко особняком. Мы с вами не рассматриваем сегодня расстройство личности, потому что расстройство личности – это такие более глубокие, да, изменения, скажем так, характерологические. И вот все-таки психопатия, как мы говорили в видео о психопатах, она является тоже таким особым состоянием. И оно вот соотносится с той темой, с которой мы сегодня как раз-таки с вами разбираемся. Это тема эмоций. У психопатов, людей, которые имеют психопатию, у них врожденное или в раннем детстве происходит инактивация, скажем так, подавление. У них понижена активность структур лимбической и окололимбической системы, да, которые связывают наше сознание с эмоциями. У них это понижено. И, соответственно, они не имеют, по идее, никаких фоновых, никаких базовых эмоций. Я вот здесь вот привела людей, которые либо были официально диагностированы с психопатией, либо имеют установленное антисоциальное расстройство личности, да, в связи со своим криминальным послужным списком большим. То есть это серийные убийцы, это вот осужденные психопаты за мошенничество, да, либо за убийство. И также здесь есть люди, которые являются социально адаптированными психопатами. Вот я в верхнем ряду 3 фото, кроме Теда Банди, да, я думаю, вы его идентифицируете. Это люди, которые не являются, скажем так, клиническими психопатами. Это люди, которые являются полностью социально адаптированными, кроме того, социально успешными. Это Джеймс Фэллон, исследователь психопатии, который, в частности, выявил, да, что он сам является первичным психопатом. Посмотрите, какой приятный мужчина, да, вот у него видим, что очень выраженная эмоция радости, да, вот посмотрите на гусиные лапки у него вот на лице. Это та эмоция, которая часто у стероидов сохраняется. По его собственному определению он себя определял как нарцисса, да, человека с повышенным нарциссизмом всю жизнь. Далее вы видите специалиста по нарциссизму Сэма Вакнина, который тоже является самодиагностированным нарциссом. Но кроме того, мы тут не говорим голословно, да, это человек, у которого выявили также путем нейросканирования, выявили
первичную психопатию. То есть он всю жизнь считал себя нарциссом и описывает, соответственно, весь нарциссизм с позиции в том числе своего жизненного опыта, но оказалось, что он является еще и первичным психопатом. Это бывает не так легко выявить, да, потому что люди, которые не имеют, как будто бы не должны иметь своих собственных эмоций. Это часто говорят о психопатах, о том, что у них такой холодный взгляд, о том, что они гипнотизируют своих жертв, что они такие, как скала, безэмоциональные, но тем не менее люди всегда ведутся на их уловки, потому что если бы это не было так, они бы просто не совершили своих преступлений. Они умеют прекрасно имитировать эмоции, и вот даже видим в случае с Джеймсом Феллоном эти эмоции, то есть постоянно накладывают такой вот отпечаток. И кроме того, что еще хочу сказать, помните, что я вам говорила, что у них дефицит, подавленная активность паралимбической системы, и это же я говорила, когда мы говорили о эмоции радости, да, когда лимбическая система подавлена, человек испытывает повышенный такой вот тонус, скажем, у него облегчено проявление радости, да, эмоции радости. То есть, в общем-то, психопаты, они характеризуются чем? Тем, что у них отсутствует страх, отсутствует страх в том числе перед будущим, отсутствует грусть, тоска, в общем, это весь спектр негативных эмоций, и они являются достаточно такими позитивными, положительно мыслящими ребятами. Это одно из их тоже свойств характерологических по списку Хейера тому же. То есть они позитивно настроены на самом деле, они не замечают отрицательные стороны, да, отрицательные последствия не могут прогнозировать в связи с этим своих поступков. И поэтому вот на это многие люди часто и ведутся. Мы же люди с развитой, да, эмпатией и системой зеркальных нейронов, и мы отражаем вот этот вот позитивный настрой, отражаем вот эту вот радость, с которой подходит к нам психопат, если он хочет что-то от нас получить. Ну, гипотетическая такая ситуация. Вот, в связи с этим, друзья, нужно быть более внимательными и обращать внимание не только на невербальные знаки, да, то, о чем мы сегодня разговаривали, не только на эмоции и ощущения наши, но и на то, что люди делают, на поступки и на то, в общем-то, как они себя ведут в реальности. Потому что, обрати внимание, сконцентрировавшись на одном, на нашей чувственной стороне, мы можем упустить, собственно, содержательную сторону нашего взаимодействия. Поэтому, друзья, будьте внимательны, изучайте, в общем, научные аспекты различных проявлений, да, человеческого поведения и не забывайте об обычных бытовых вопросах взаимодействия, потому что это самое важное. Когда речь заходит до каких-то индивидуальных случаев, все имеет определенную вероятность.